Интересный рецепт теста, привычная начинка, а результат просто великолепный. Пирожок хрустящий и нежный. Для теста возьмем из общего количества грамм 100 муки. Предварительно в кипяток я добавила соль. Перемешала, чтобы соль растворилась, и теперь эту воду добавляю в муке. Аккуратно перемешайте горячую основу до однородности. Отдельно к теплому молоку добавила прессованные дрожжи и сахар. Такой способ поможет сделать тесто легким и воздушным. Молоко добавляю к теплой заварной основе. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Теперь, когда смесь однородная, добавляю просеянную муку постепенно. Не спешите класть всю муку сразу, ведь у каждой хозяйки мука может отличаться по клейковине, сорту и другим показателям. В конце замеса теста добавляю растительное масло и еще раз хорошо вымешиваю. Накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место на 45 минут. В это время подготавливаю начинку. Отварные куриные яйца натираю на мелкой терке. Список всех продуктов вы можете найти в описании под этим видео. Часть лука из летних запасов у меня из морозилки. Он отлично подойдет к начинке. Часть зеленого лука, свежая, нарезаю его помельче. Немного укропа для вкуса. Здесь также можно использовать и замороженный укроп. Начинка готова. Она однородная и не рассыпается. Время прошло. Тесто увеличилось в 2,5-3 раза. На поверхность стола наливаю немного растительного масла. Разделяю тесто на равные части. Вес одного шарика теста у меня 60 грамм. Одинаковая форма не только хорошо смотрится, но и сами пирожки равномерно прожариваются. Для того, чтобы пирожок был гладкий, делаю шарик, подгибая все лишние части вовнутрь. Дальше каждый шарик разравниваю руками или при помощи скалки. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, и тогда вы одним из первых будете знать о всех вкусных новинках на канале. Начинку кладите в середину, чтобы при слепливании краев ее не было видно. В противном случае в горячем масле она может пригореть. На сковороду наливаю растительное масло для жарки и хорошо его нагреваю. Проверить, готово масло или нет, можно, насыпав немного муки или кусочек теста. Если оно шипит и пенится, значит можно выкладывать пирожки. Если огонь при обжаривании будет слишком сильный, пирожок быстро подрумянится снаружи, а внутри не успеет приготовиться.
Если огонь будет слабый, то пирожок будет быстро впитывать масло, что тоже нежелательно. В процессе жарки переворачивайте пирожки, чтобы они обжарились равномерно. В заставках к этому видео оставлю вам несколько интересных рецептов. Надеюсь, вам понравился рецепт. Пишите в комментариях ваши впечатления о рецепте, а также вопросы, если они возникнут в процессе приготовления. Приятного аппетита!